Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня несколько слов о мультитулах. Мультитул DeWalt DCS-355. Модель не новая, но удачная. Очень скоро эта модель пропадет из продажи, и ее заменит новая DCS-356. Отличаться она будет в основном не очень-то и нужной функцией, но об этом чуть позже. Возможно, у вас еще нет многофункционального инструмента, и вы задумали его себе прикупить. Ведь мультитул — это не просто ножовка. Не просто скребок. Даже не просто пила по дереву. Ну, с погружной пилой они, конечно, погорячились, но не просто погружная пила. Не просто нож. Не просто угловая шлифмашинка. Не просто виброшлифмашинка. Мультитул — это прям все эти инструменты в одном. Угу. Судя по этой рекламе, надо просто бежать и покупать себе мультитул. Ведь он замена целой кучи инструментов. Не торопитесь. Начнем с комплекта. Как по мне, он не богатый. Шлифовальная подошва — 1 штука. Пилки — всего 2 штуки. Одна из них биметалл, и это неплохо. Адаптер для использования расходников сторонних производителей. И шлиф-бумага — 20 с лишним штук. Достаточно ли этого? Конечно, нет. Вам придется еще допокупать и широкую насадку, и скребок, и, возможно, насадку для плитки, и так далее. А это недешево. Что-то я отвлекся. Давайте вернемся к утверждению, что мультитул нам прям все заменяет. Сравним базовые функции и начнем с лобзика. Для мультитула возьмем широкую насадку, а для лобзика пилку для чистого пила. Сравним прежде всего качество и скорость пиления. Пробовать буду вот на таком брусе 5х5. Попробую сначала перепилить его реноватором, так еще называют мультитул. Обратите внимание на скорость пиления, она не впечатляет. Работа мультитула основана на осцилляционном движении, колебании высокой частоты с небольшой амплитудой. Такой привод обладает некоторыми преимуществами: отсутствует опасность разрыва оснастки, а также отдача маленькая, обратный удар практически невозможен. Можно осуществлять погружные пропилы. При работе образуется мало пыли, однако ее удаление из места пиления бывает затруднено. В целом, прибор получается прост в эксплуатации и относительно безопасен. Даже этой занудной минутки Википедии не хватило, чтобы перепилить брусок 5х5. Давайте все же дадим мне шанс, я обязательно его допилю. Ведь в рекламе сказано «заменяет пилу». Ну вот, уже почти. Я уверен, многие из вас сделали бы это быстрее. Особенно в комментариях. Но, увы, эта задача выдалась мне. Примерно понимаете, что я хотел сказать этим видео? Или еще нет? Есть! Ну что, заменили пилу? Заменили. Ну а теперь лобзик. Не беспокойтесь, он должен справиться немного быстрее. Как вы думаете, насколько? Нет, не успели подумать? Давайте еще раз. Вот это видео я буду показывать всякому, кто, покупая мультитул, думает, что он им заменит все остальные инструменты. Ну, с пилой все, конечно, понятно и подавно. Даже более. Смотрите, я случайно наткнулся на шуруп, и диск спокойно распилил его вдоль. Ну и немного в защиту мультитула. Вот подобные вещи им делать все же удобно. Достаточно быстро и относительно чисто. Нет, ну конечно, это можно сделать и болгаркой. Но мультик все же безопаснее и чище в данном конкретном случае. Ну и конечно, вот для подобных пилов мультик практически незаменим. Многие покупают его именно для таких погружных пилов. Полезно при установке мебели или подобных работах. Еще хочу заметить, что данный тип привода при достаточной его мощности эффективен в шлифовке. Тут он практически на уровне специальных виброшлифмашинок или даже превосходит некоторые. Вот смотрите, относительно недолгая работа, и выборка в древесине видна невооруженным взглядом.
Вот что-что, а небольшую виброшлифмашинку, дельта-шлифмашинку так называемую, данный инструмент вполне себе эффективно заменит. Ну и, конечно, им удобно делать какие-то мелкие подрезки. Для таких целей мультитул подходит идеально. Не зря и поэтому его еще называют электростамеской. Так же, как и у стамески, режущей частью у него является торцевая, боковая при этом не работает. В общем и в качестве вывода. Если вы уже купили мультитул или работаете с ним, вы однозначно и так все это знаете. Если же думаете купить, покупайте только осознанно, понимая, что ничего он не заменяет полноценно, что профильный инструмент однозначно лучше, что покупать его в надежде на эффективную многофункциональность не стоит. А вот как дополнение, как вспомогательный инструмент для исправления ошибок при монтаже или каких-то других сложных ситуаций, вполне. И, конечно, лучше попробовать в деле до покупки. В заключение хочу сказать про новую модель. Ее основная фишка – это ступенчатая регулировка оборотов. Но зачем? Может быть, вы мне объясните? Смотрите, когда вышла текущая модель, главным преимуществом после мощности была именно вот эта широкая кнопка с плавной регулировкой оборотов по нажатию. Ведь у конкурентов было колесико, что по мне неудобно для этого инструмента. Именно кнопкой удобно регулировать мощность и уменьшать ее, если это надо, просто неглубоким нажатием. Зачем ее вынесли отдельно? Не понимаю. Может, просто нужно было как-то обновить инструмент. Если есть идеи и опыт работы новым мультиком, напишите в комментах. Будет интересно. На сегодня все, друзья. Смотрите наши видео. Всего вам доброго.